Друзья, я всех приветствую на своем YouTube-канале. Я рад каждому подписчику новому, кто зашел на мой YouTube-канал. Сегодня я вам расскажу про электронное разрешение, как оформить его на специальном сайте, для чего оно нужно и с какой целью вообще оно оформляется. Я немного волнуюсь, это мое первое видео, поэтому поблагодарю вас, если вы поддержите данное видео лайком, подпиской и комментарием под этим роликом. Всем спасибо заранее за внимание. Итак, переходим на официальный сайт, ссылочку которую я оставлю в описании. Здесь заранее ознакомливаемся с условиями. Так, это нас не касается. Это касается граждан Бразилии. Нажимаем ОК. Смотрите, все данные нужно заполнять строго, как в вашем загранпаспорте. Обязательно указываем имя на латинице, соответственно. Давайте, например, введем рандомное имя. Например, Александр. Фамилия пускай будет Попов. Пол мы, соответственно, выбираем мужской. Дата рождения. Пускай у нас Александр Попов родился 25 февраля 1983 года. Попов у нас будет русской национальности. Обратите внимание, здесь можно выбрать только Российская Федерация, Турция, Украина. Оставшиеся страны СНГ, они не участвуют в данном пункте, то есть здесь можно выбрать только, получается, 3 гражданства. Выбираем Российская Федерация. Александр Попов у нас будет, пускай, холостой. Место рождения мы выбираем Российская Федерация. Она, кстати, здесь находится, когда будете смотреть, обратите внимание, не после «С» по алфавиту, а чуть выше, около пункта Македония. Вот, Российская Федерация. Дальше мы выбираем паспорт, тип удостоверения личности. То бишь, это загранпаспорт. На некоторых роликах смотрел и видел в описании, и в принципе, как это смотрится, то что не рассказываю то, что именно это загранпаспорт. Вот, я упоминаю то, что это загранпаспорт. Вводим номер паспорта, обязательно вводим строго и серии номер, то есть все значение, как указано в вашем загранпаспорте. Пускай будет такое. Далее страна, кем выдан паспорт, Российская Федерация. Дата выдачи, пускай будет 5 мая 2021 года. Дата окончания тоже получается 5 мая. Пускай паспорт наш на 5 лет, 2026 года. Информация о путешествии. Здесь очень важный аспект. Цель поездки мы обязательно выбираем туризм. Мы не выбираем предпринимательство или утро, то есть это другое имеется в виду. Мы выбираем туризм, потому что мы едем как туристы. В любом случае, при заполнении электронного разрешения, какие бы ни были ваши намерения и цели, все равно мы выбираем цель поездки туризм. Страна, место жительства. Выбираем Российская Федерация. Вот здесь важный аспект. Когда вы планируете поехать в Мексику, у вас должны быть уже заранее куплены билеты. И важный момент, вы должны купить обязательно обратные билеты для того, чтобы вас пустили в Мексику. Неважно, вы совершаете эту цель с миграционными намерениями или вы как турист. Так как обязательно должны быть обратные билеты. День, месяц, год. Смотрите, если у вас куплены обратные билеты, например, у нас сегодня 7 октября, а билеты у вас куплены, допустим, на 15 октября, то есть вылет у вас 15 октября и прилет 15 октября, вы ставите 15 октября. Если у вас вылет 15 октября, прилет 16 октября, вы ставите, соответственно, 16 октября 2023 года. И обратный билет. Сколько дней вы планируете находиться в Мексике? Если, например, у вас обратный билет куплен 30 октября, соответственно, вы считаете с 16 по 30 октября, сколько это дней. Включительно с 16 октября и включительно с 30 октября. Соответственно, это 15 дней. Вы ставите 15 дней. Далее идет дополнительная информация. Вы уже посещали Мексику? В большинстве случаев, кто заполняет электронное разрешение, они ставят «нет». Религия. Тут уже на ваше усмотрение, к какой религии вы принадлежите. Я ставил православная. Должность. В основном советую выбирать по работе, так как правило, кто едет в Мексику, зачастую должны быть финансовые средства с собой.
неплохие, так как билеты стоят недешево, а также само путешествие это не дешевое. Поэтому рекомендую ставить именно работа в должности. Вы когда-нибудь были депортированы из Мексики? Здесь, соответственно, ставим «нет». Важный пункт. Если вы поставите «да», то вам автоматически откажут в электронном разрешении. Вам придется связываться с миграционной службой. Значит, они будут вам задавать наводящие вопросы, касающиеся, почему вы были депортированы из Мексики. И процент того, что вы получите электронное разрешение, он очень мал будет. Меньше 5% вероятности. Были ли вы привлечены к уголовной ответственности когда-либо? Соответственно, нет. Судебных у нас не было исков никаких. И дальше вводим капчу, код подтверждения. Если вы капчу введете неправильно с первого раза, ничего страшного, надо обновиться. Нажимаем «Сохранить». Вы уверены, что данная информация верна? Да. Нажимаем «Принять». И важный момент. Вот смотрите, код подтверждения неверный. Ага, значит мы его сейчас меняем. Так, вводим заново код подтверждения. Важный момент. Заранее скачайте Adobe Reader. Это специальный такой файл, который конвертирует именно ваше электронное разрешение, чтобы его можно было распечатать, скачать и распечатать. Распечатать лучше все-таки в цветном формате, так как... опять неверный. Ну, код подтверждения я не могу никак ввести. В общем, ну вы поняли, распечатать лучше в цветном формате данное разрешение, так как сотрудники миграционной службы будут проверять все полностью разрешение электронное. Вообще, в целом, я рекомендую заполнять данное электронное разрешение за 2-3 дня до вылета, так как оно действует, внимание, 30 дней. То есть, соответственно, с момента, когда вы сейчас подали электронное разрешение и уже вам написано было разрешено, вам от этого дня будет отчитываться 30 календарных дней ровность. То бишь, допустим, мы заполнили сегодня 7 октября, соответственно, до 7 ноября 2023 года оно будет активно. Если у вас вылет через 3 недели или через месяц, у вас оно будет недействительным. И сотрудники пограничной службы мексиканской, они вас не впустят. Вот. Даже несмотря на то, что у вас есть обратный билет. Соответственно, это электронное разрешение желательно распечатать за 2-3 дня. Вот. Также надо его будет взять с собой. Соответственно, я в идеале бы советую распечатать даже в 2 экземплярах на всякий случай. Вдруг у вас один затеряется. Вот. По поводу цветного формата или черно-белого, это не имеет значения. И еще важный момент. Это электронное разрешение не является визой. Это электронное разрешение является просто посредством для въезда в Мексику, для миграционных офицеров, которые будут проверять вас на границе, на таможенном контроле. То есть это не виза. Многие люди путают, что это виза, что это является как виза для въезда. Нет, это не виза для въезда, это именно электронное разрешение, которое просто является, так скажем, проходным пунктом для того, чтобы вы попали в Мексику как турист. В принципе, это были все основные пункты и аспекты, касающиеся электронного разрешения. Огромное еще раз спасибо за внимание. Подписку, комментарий, колокольчик на канал, чтобы не пропустить новые ролики. Вот. Это был мой первый ролик. Я надеюсь, он получился насыщенным, грамотным и правильным. Вот. Немножко извиняюсь, если какие-то были стеснения в адрес или какие-то недопонятки. Вот. Всем хорошего дня. До встречи.